Всем привет! Сегодня у нас будет небольшой такой видосик. Там смотрю, многие, то есть припают к Kia Rio проводочки, и у них типа появляется круиз-контроль. Вот. У других не появляется круиз-контроль. То есть проводочки припаяли там где-то на драйве, прочитали, что можно припаять провода, а ничего у них не заработало. Вот. Попробуем понять, почему же это происходит, такая ерундистика. Вот, я решил открыть прошивку от своей Kia Rio. Это так как провода я еще не паял там, в принципе, и не собирался их паять. У меня пока нет такой необходимости в этом круизе, но все-таки решил посмотреть, что произойдет, если я припаяю провода. Будет ли он вообще работать? Я решил посмотреть это в самой прошивке, эту функцию. То есть вот моя прошивка. Я ее открываю. Выбираю карту. Запускаю модуль редактирования. Вот, и посмотрим, что же там такое, почему же не работает круиз у ребятишек, которые припаяли 3 проводка. Думают, что им не допаяли их просто, и все, и обломили с круизом. Сейчас посмотрим, что у нас там в прошивке по этому поводу происходит. Вот, то есть открылась прошивка от моей Kia Rio. Значит, смотрим идентификаторы прошивки. Вот такие вот идентификаторы калибровок, конфигурации. Вот тут есть пункт конфигурация. Вот конфигурации евро. То есть евро 6 у меня конфигурация датчиков кислорода. 3 контроль нагревателя там, бла-бла. Ну, в общем, много тут чего есть. Контроль отклика, контроль нейтрализатора там. Вот, конфигурация, значит, у нас там все нормально. Маска ошибок. Тут всякие разные ошибки можно включить, выключить. Рабочие режимы. Зажигание тут. И красивые картиночки. Да? Вот. Далее по списку у нас отключение топливоподачи. Это у нас тут как бы отсечка. То есть на 6800 вот стоит. 6800 оборотов. При желании там можно сместить вверх или вниз ее. Так, где же у нас круиз находится? Может, датчики? Точно. Датчики. Круиз-контроль. Минимальная скорость для работы функции круиз-контроля будет работать при скорости выше этого порога. То есть сейчас мы выберем параметр, после которого только включается круиз. Получается, то есть круиз будет работать только свыше 512 км в час. Мне надо разогнаться. 512 км в час. Может, плохо там кому-то видно, отсвечивает там некоторым, пишут мне в комментарии, мне отсвечивает монитор. Вот, то есть минимальная скорость для работы. Так, сейчас наведу курсорчик. Вот. Так лучше, наверное, видно. Надеюсь, вам не отсвечивает. Минимальная скорость для работы функции круиз-контроля. Вот, то есть выше этого порога. То есть у меня стоит в прошивке
512 километров в час. То есть если я даже припаяю провода круиз-контроля, то мне надо разогнаться до 513 километров в час. Только потом включать круиз. Ну, соответственно, это все глупости. То есть можно попробовать это значение уменьшить там, ну, до 40 там, километров в час. Вот, попробовать записать эту прошивку можно. Припаять провода, эти 3 проводка заветных. И возможно у меня включится круиз-контроль. Но я даже не знаю, парни. Я вот не горю желанием этого круиза. Поэтому может кто-то уже припаял эти провода. И у него круиз не заработал. Тогда я, может быть, вам помогу с этим делом. То есть мы попробуем в вашей прошивке изменить вот это вот значение скорости. Записать эту прошивку и проверить, заработал круиз или не заработал у нас. Вот. Ну или может быть мне будет скучно, и я припаяю себе в машину эти заветные проводки, поставлю кнопочку или там тумблер, как многие делают, и проверим. Вот, тут еще есть конфигурация сигнала управления круизом, кстати говоря. Вот, то есть включаем, то есть у нас стоит 0 сейчас, значит надо кнопку круиза припаять. А можно еще команду по коншине. То есть если замутить какой-то передатчик по коншине, который будет включать круиз, то он как бы можно даже в УБДшную розетку вставить какую-нибудь примочку с кнопкой, который по коншине передаст. Ну или там, я не знаю, у кого как, может на мультимедиа где-то включается круиз, там у всех по-разному. То есть вот тут тогда значение на единичку надо исправить. Так, конфигурация чтения данных круиза и скан при подключении кнопок напрямую к КБУ необходимо снять флаг скан. То есть он снят. То есть если я по коншине буду включать круиз, то мне надо галочку еще поставить. Базовый запрос круиз-контроля по моменту, опять же, параметр. То есть тут у нас момент, граница момента. Если он будет ниже, этот момент, то у нас тоже не включится. То есть если мы будем ехать там в натяг, там в гору, там 20 километров в час, там на 3-й передаче, вот, видите, тут можно подкрутить момент, при котором он будет включаться, выключаться. Вот еще есть подроссельные заслонки, параметр. То есть, вот видите, включим 2D режим, чтобы было понятнее. Вот, если у нас желаем положение 26 вот процентов и 3000 оборотов, вот видите, то есть эти условия, при которых, опять же, круиз может включиться или не включиться. Вот, дельта нажатие педали от запрашиваемой круиз-контролем для прекращения удержания. Процент. То есть очень много получается нюансов, по которым круиз у вас не включится. Даже если у вас есть эта кнопочка хитрая, которая его включает. Не все так просто. То есть в самой программе тоже есть куча параметров. То есть для начала надо сдвинуть скорость на адекватную, а не 512 километров в час. Вот, а вот здесь вот поставить километров 40, я считаю, самое оптимальное. Так что если вам понравился видосик, не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк.